Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. При ошибках в моделировании ногтей мы не всегда можем сделать коррекцию или сделаем ее, но результат не будет нас устраивать. В таком случае лучше снять предыдущие ногти и перенарастить их заново. Мы сегодня будем делать перенаращивание. В этом видео вы увидите разницу, как могут отличаться одни и те же ногти, смоделированные разными мастерами. Подписывайтесь на канал. Поехали! Посмотрим на руки моей модели. Вы можете представить, этим ногтям всего 3 дня. Их выполняли в салоне. Моя модель после этого ушла и даже не заплатила за данный маникюр. Ногти все в буграх, неровностях, сплошные затеки около кутикулы. Указательный взлетает. В ногтях отсутствует нижняя параллель. Очень большая толщина. Все свидетельствует о том, что формы для наращивания были подставлены неверно. Кстати, у меня на канале есть видео, где я делаю коррекцию на эти ногти. Для того, чтобы убрать длину, использую книпсер. Он сразу же мгновенно убирает свободный край. И нам открывается толщина в стрессовой зоне, чересчур большая для таких ногтей. Смотрим на толщину в торце. Ногти очень объемные. Потрачено много материала для того, чтобы смоделировать эти ногти. Теперь необходимо снять полностью оставшееся покрытие при помощи твердосплавной насадки. Я использую насадку с зеленой насечкой и работаю на максимальных оборотах в положении форвард. Вот этот кусочек – это затек материала из-за неправильной постановки формы. Из-за него потом бы ногти сломались под самый корень. На среднем очень сильная отслойка, несмотря на то, что наращивание свежее, всего 3 дня. Для того, чтобы убрать отслойку, я истончаю материал по нижней границе и убираю ее. Закончила со снятием и перед выполнением маникюра раскрываю карман кутикулы при помощи апельсиновой палочки. Делаю аккуратно на тех ногтях, где были затеки. У кутикулы очень много склеек, поэтому хорошо отделяю ее от ногтевой пластины. Полностью убираю свободный край пилкой для натуральных ногтей 180 на 240 грит. Зашлифуем поверхность, подготавливаю перед наращиванием всегда при помощи пилки, а не при помощи бафа, для того, чтобы сцепка была лучше. Следите за тем, чтобы не оставалось глянцевых участков на поверхности ногтя, так как из-за них могут возникнуть отслойки. При опиле свободного края перед наращиванием важно, чтобы точки вроста были на одном уровне, чтобы нам не пришлось долго вырезать форму, а с легкостью ее подставить. Здесь тоже отлетает кусочек геля, который был изнутри. Перед наращиванием важно хорошо приподнять кутикулу и вычистить птеригий, для того, чтобы покрытие не отслаивалось. Для этого я использую алмазную фрезу «Пламя», диаметр 0,23 с красной насечкой. Заодно прочищаю тщательно пазухи и боковые валики. Переключаю направление вращения насадки и прохожу правую сторону на скорости 15-17 тысяч оборотов. Приподнимаю юбочку кутикулы. И теперь приступаю к срезу. Для среза использую ножницы-твизеры и иду в едином срезе. Маникюр вы можете выполнять как до наращивания, так и после. Я привыкла сразу выполнить маникюр, чтобы впоследствии не возвращаться к этому шагу и не тратить время. К тому же после моделирования трудно подлезть в зону кутикулы. Убираю остатки пыли, обезжириваю ногтевую пластину. Наношу дегидратор для того, чтобы подсушить ногтевую пластину. И бескислотный праймер, который действует по принципу двустороннего скотча и будет склеивать ногтевую пластину с искусственным материалом. Очень аккуратно наношу, не попадая на кожу и боковые валики. Перед гелем наношу базовое покрытие гель-лак для того, чтобы была лучшая сцепка. Не все гели хорошо носятся, если не наносить базовое покрытие. Наношу тонкий слой прозрачной каучуковой базы. Отправляю в лампу на просушку на 30 секунд. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел.
Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Приступаем к постановке форм. Моделирование буду выполнять на формах. Снимаю форму с подложки, разрезаю верхние ушки и в скрученном состоянии прикладываю к ногтю. Вижу расстояние от точек вроста до формы. Это говорит о том, что формочку мне нужно вырезать вглубь на такое же расстояние. Чтобы форма не прилипала к моим рукам, я держу ее очень-очень аккуратно, как будто бы крылья бабочки, которые боюсь испортить. Вырезаю вглубь, снова примеряю к ноготку. Теперь у меня форма стоит хорошо от точек роста, я их отмечаю линиями по диагонали с одной и с другой стороны. Делаю линию вниз под 45 градусов и вырезаю ушко, которое нужно для того, чтобы боковые валики не выталкивали форму. Те ногти, которые были до этого смоделированы у моей модели, получились плоскими, раскрытыми. Скорее всего, мастер не вырезал такие ушки, и форма становилась плоско раскрыта. После этого склеиваю точно одна к одной нижние ушки и подставляю форму к ногтю в стык. Немного заклеиваю задние ушки, кладу палец на бок, склеиваю форму и теперь постепенно начинаю зажимать на заужение. В форме миндаль форма должна быть похожа на морковку. Обязательно отверните руку от себя и проверьте на симметричность. При виде сбоку у меня форма стоит ровно. Индикатор того, что я правильно поставила форму, является небольшое расстояние между ушек. В миндалевидной форме они могут сойтись ушки или наложиться одно на другое. Это говорит о правильной постановке формы. Для подложки я буду использовать прозрачный гель высокой вязкости. Кисть для геля у меня прямоугольная из синтетики. Набираю небольшое количество, необходимое для подложки. Выкладываю каплю на свободный край. Вытягиваю длину планируемую и растягиваю материал по боковым стенкам. Самое главное, хорошо состыковать материал в точках ногтевого роста. От точки ногтевого роста у меня идет прямая из материала и потом плавный подъем наверх. Подложка должна быть равномерной, тонкой. Подложка сразу формирует будущую толщину, то есть приблизительно 0,7 мм. Толще делать ее не нужно, придется много пилить. Сразу стараюсь работать четко, чтобы впоследствии минимизировать опил. Распределяю подложку, чтобы она была ровная. Отправляем в лампу на полимеризацию на 1 минуту. Продолжаю постановку форм. Так как гель у меня не жидкий, густой, я сразу выполняю подстановку форм на 3 ногтя и выкладываю гель. Таким образом я ускорила процесс наращивания. Сразу выкладываю материал на 3 ногтя, равномерно, быстро и отправляю на просушку в лампу. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. Большой палец выполняю отдельно для того, чтобы при просушке материал не растекался. Вырезаю углубления, ушки, подставляю форму и формирую подложку. После просушки снимаю липкий слой. Теперь очень аккуратно при помощи своего пальца отделяю форму от материала, зажимаю ее и снимаю вниз, чтобы не оторвать подложку. Снимаю форму сразу со всех ногтей. На этом этапе нужно быть предельно аккуратным, чтобы не сломать эту подложку, потому что она очень тонкая. При помощи мягкой пилки аккуратно опиливаю подложку по форме миндаль. Я и так уже выполнила хорошую выкладку, остается лишь немного доровнять. Придаю форму так же, как и натуральным ногтям.
Сначала при виде сверху, затем кладу палец на бок и опиливаю нижние параллели. Прямая линия и подъем плавный на свободный край. Для выкладки основного объема материала используем прозрачный гель, но средней вязкости. Беру небольшую каплю, промазываю всю поверхность ногтевой пластины, чтобы ее увлажнить. Будем выкладывать материал в технике без опила. Набираю большую каплю, ставлю ее на наивысшую точку, на стрессовую зону, где должно быть максимальное количество материала. Аккуратно кончиком кисти распределяю материал около кутикулы, следить за тем, чтобы материал не дотронулся к коже в избежание отслоек. Протягиваю немного на свободный край, затем длинными движениями слева направо выполняю разравнивание материала, так же, как вы делаете это при помощи гель-лака. Для того, чтобы сформировать ровный продольный изгиб, переворачиваю пальчик, ставлю под 45 градусов к столу и помогаю материалу при помощи тонкой кисти. Отправляем быстро в лампу, чтобы материал не успел растечься по бокам. Работаю по одному ногтю, чтобы архитектура была ровной. Выполняю все те же движения, смотрю на блик, который получается. Если он где-то преломляется, добавляю материал или его перераспределяю. Продолжаю также выполнять архитектуру на остальных ногтях. Гель очень удобный материал для работы в технике без опила. Особенно средней консистенции он быстро саморазравнивается. Это очень удобно. После просушки вижу, что недостаточно материала на стрессовой зоне, не хватает апекса. Такие плоские ногти сломаются при ударе, поэтому промазываю, увлажняю поверхность кистью, ставлю снова небольшую каплю на наивысшую точку и распределяю материал, но уже много материала не кладу на бока, чтобы ногти не казались широкими. Так выглядят ногти после моделирования, прозрачные хрусталинки. Сейчас такой маникюр также очень популярен. Если, например, выполнить цветное ногтевое ложе, будет смотреться очень красиво. Теперь вы знаете, как можно сделать прозрачные ногти. Снимаю липкий слой, обезжириваю ногтевую пластину. Произвожу небольшой опил свободного края, потому что после выкладки могут быть какие-то наплывы. И собираю кончик к центру, чтобы он стал более тонким и изящным. Прохожусь по поверхности мягким бафом перед покрытием гель-лак для того, чтобы улучшить сцепку. Все, наши ногти готовы к покрытию. Мы произвели небольшой опил. Видим правильную архитектуру миндалевидной формы. На мой взгляд, такая форма очень хорошо подходит для данной модели. Покрываю цветом. Первый слой у меня из плотного гель-лака серо-молочного оттенка. После наращивания в зоне кутикулы трудно прокрашивать, поэтому, чтобы себе помочь, я использую тонкую кисть. Для второго слоя я использую полупрозрачно-молочный оттенок. Дизайн у нас будет в стиле абстракция и с применением стемпинга. Беру розовые гель-лаки различных оттенков, делаю им хаотичные мазки в разных направлениях. Для стемпинга использую специальную краску. Переношу рисунок на штамп и на ногтевую пластину. Делаю сразу несколько рисунков. Покрываю ногти глянцевым топом. Выполняю небольшое довыравнивание, чтобы стемпинг не скалывался. Нами сегодня проделана колоссальная работа. Конечно, по времени это занимает больше, чем коррекция ногтей, но, по-моему, результат того стоит. Ставьте пальчик вверх, если считаете так же. Пишите в комментариях, что об этом думаете вы. Желаю всем успехов в работе. Пока-пока!